Привет, друзья! Сегодня с мамой готовим компот из ранеток на зиму. Это самая простая заготовка, которую можно только придумать, но компот получается очень вкусный. Итак, ранетки хорошо промыли и закидываем в стерилизованные банки. Банки для компота я обязательно стерилизую. Хорошо промытые банки ставлю в холодную духовку, включаю на 150 градусов, и когда духовка разогреется до этой температуры, отсчитываю 10-15 минут. Банки заполняю ранетками на 1/3, не больше. Этого будет достаточно. И далее ранетки заливаем кипящей водой. Сначала нужно немножко налить кипятка на донышко, чуть-чуть подождать, чтобы банка прогрелась, и заливать уже полностью. Кипятка наливаю полную банку под завязку. Накрываю крышкой и оставляю минут на 15-20. По прошествии 15-20 минут воду из банок сливаем в кастрюлю, засыпаем сахар из расчета 1 стакан сахара на 1 литр воды. В 3-литровой банке, заполненной ранетками на 1/3, воды получается где-то 2,5 литра. Сахар слегка перемешиваем. Далее кастрюлю ставим на плиту и ждем закипания. И когда сироп закипит, даем ему покипеть буквально 30 секунд, для того, чтобы сахар растворился. И теперь уже кипящим сиропом заливаем ранетки. Заливаем также под завязку. Хотелось бы сказать по поводу сладости компота. Ранетки могут быть как кислые, так и сладкие. Тем не менее, сахара мы насыпаем много. Он в компоте выступает как консервант. И если компот получается со сладким концентрированным вкусом, при употреблении его легко можно развести водой. И далее банки закрываются стерилизованными крышками. И все как обычно, банки переворачиваются на крышке, укутываются в теплое одеяло и стоят таким образом до остывания. Кстати, к ранеткам можно добавить какие-нибудь ягоды, например, вишню либо виноград. У нас как раз осталась маленькая веточка черного винограда кишмиш, и мы ее и отправили к ранеткам. И посмотрите, какой получается красивый цвет. Технология приготовления точно такая же. Самое главное, друзья, не бойтесь экспериментировать на своей кухне. Если вам был полезен рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!